Рассмотрим ответные встречи Лиги Европы. 3 встречи, 3 поединка. Это матч Утрехт против команды Шриф, это Шахтер против Бешикташа, ну и матч Браги против Левски. С вас подписка на канал и можете подписываться на Телеграм, ссылка будет в описании и в комментариях. Если мы с вами говорим про ответную игру Утрехта и Шрифа, то первая игра показала, что шансов у Шрифа практически нету. Как бы они ни старались, наверное, им нужно играть в Лиге конференций. Шриф провел матч против Зимбру в чемпионате, 2-3 уступила команда. Утрехт готовился в недельном цикле, соответственно, они, наверное, посмотрели и разобрали, как Шахтер пропустил 3 гола от Зимбру, поэтому в домашней игре, имея преимущество в 2 гола, Утрехт, я думаю, будет рассчитывать точно на 1, на 2, а то и на 3 гола. Ну а команде Шриф ничего не остается, кроме как идти вперед, уже стараться в первом тайме забить, попробовать не пропустить, но это будет практически задача невыполнимая, учитывая, что Утрехт с легкими ногами бежит вперед, создает моменты и забивает. Поэтому мне кажется, здесь оптимальным вариантом будет взять обе забьют за коэффициент 1.99. Такие матчи завершаются, бывает, со счетом 5-1, и 5-2, и 5-3. Вот. Ну и побеждает, соответственно, более сильная команда. Далее Шахтер сыграет против Бешикташа, но вот не всегда, деньги или фамилии решают судьбу матча, судьбу игры, потому что, казалось бы, на бумаге Бешикташ более силен, там и Рафа Сильва, и Абрахам, и Жоу Марио, то есть Кокцу, поигравшие футболисты в крупных командах. И смотришь на состав команды Арда Тюрана, и тренер особо без опыта, то есть там какого-то, и состав тоже такой не прям уж там с миллионниками, футболисты. Поэтому, кажется, что вот Бешикташ фаворит, но когда ты смотришь игру, ты понимаешь, что Шахтер точно не хуже, и им удалось забить аж 4 гола в Турции, а сам матч Шахтер проведет в Польше, поэтому нельзя сказать, что это домашняя игра, но нельзя сказать, что Бешикташу будет просто играть в Польше, поэтому, мне кажется, Шахтер создаст также моментов, постарается команда реализовать все, что у них будет, получится, нет, покажет матч, но по мне оптимальным вариантом здесь будет вновь заиграть комбинированную ставку, что первая команда не проиграет, тотал будет больше 2.5 за коэффициент 2.03. Ну и команда Брага против Левски решила рассмотреть именно эту встречу, учитывая, что Брага была номинально фаворитом даже в первой встрече, но они не сумели забить. Наверное, причиной тому явилось то, что команда пока еще не в оптимальной форме находится, чемпионат Португалии не стартовал, но команда Левски сумела сдержать определенное давление Браги, учитывая, что у них чемпионат идет. Они победили команду Симтемре Софии со счетом 1-2. Но, опять-таки, чемпионат Болгарии, Португалии разные вещи, поэтому Брага, мне кажется, здесь обязана в основное время на классе одерживать победу и никак иначе, поэтому победа Браги, тотал меньше 3.5 за коэффициент 2.02. Обязательно подписывайтесь на Телеграм, там я дублирую не только ординары, то, что сейчас рассмотрел, там выкладываю ставки экспресс, который не попадает ни на YouTube, ни на Рутуб, ни в ВК.